Рыба – не только весьма полезный, но и чрезвычайно вкусный продукт. В меню большинства ресторанов по всему миру вы всегда сможете обнаружить хотя бы одно блюдо из этих представителей водной фауны. А гурманы многих стран стараются создавать свое сбалансированное меню так, чтобы рыба присутствовала в рационе хотя бы один раз в неделю. Привет! Вы на канале Кулинарный топ, и это подборка 10 самых вкусных рыб в мире. Номер 10. Скумбрия. Наиболее употребляемой во всем мире рыбой является скумбрия, она же макрель. Эта рыба чрезвычайно полезна для здоровья, ведь в ней содержится йод, кальций, фосфор, натрий и другие макро- и микроэлементы. Морскую рыбу рекомендуется употреблять будущим матерям. Также, согласно некоторым данным, скумбрия ослабляет симптомы псориаза и улучшает зрение. Еще в филе есть антиоксидант коэнзим Q10, который очень важен для поддержания молодости всего организма. Если вы включите жирную рыбу в свой рацион, то можете не беспокоиться о проблемах с сердцем, ведь омега-3, содержащийся в скумбрии, оказывает пользу для этого органа. Помимо своих полезных свойств, скумбрия, несомненно, является одной из самых вкусных рыб в мире. Номер 9. Тунец. Тунец считается настоящим деликатесом и включает в себя 8 видов. Эта рыба – рекордсмен по наличию йода, кобальта и хрома, обладает многими полезными свойствами, предотвращает болезни Альцгеймера, развитие патологии сердца, снижает давление. В состав рыбы входит омега-3, предотвращающий ухудшение зрения. В настоящее время большой популярностью на мировом рынке пользуются консервы из тунца, покупатели любят употреблять их как самостоятельную закуску или добавлять в различные салаты. Однако и свежее мясо тунца пользуется огромной популярностью. Номер 8. Треска. Как и любая другая рыба, треска радует наличием полезных свойств, которые благоприятно влияют на весь организм в целом, укрепляют кости и зубы, способствуют повышению иммунитета и улучшению кожи, нормализуют работу сердечной мышцы. Рыба имеет характерный зеленовато-бурый окрас с темными вкраплениями и белое брюшко, а также у нее на подбородке расположен усик, что является ее особенностью. Род трески не очень обширный, в него входит всего 4 вида. Одна из рыб называется минтай, о которой многие из нас слышали. У трески мясо не жирное, в некоторых случаях даже суховатое, поэтому повара стараются подавать ее в каком-нибудь соусе. Номер 7. Сельдь. Сельдь – большая группа рыб, существенно отличающихся друг от друга. Кроме того, вкусовые качества сельди зависят от того, каким способом ее обрабатывали, а также от размеров и сезона лова. В кулинарии больше всего ценятся океанические жирные сельди, которые добывают на севере. Мировыми лидерами экспорта мороженой рыбы считаются несколько стран, включая Россию, Китай и США. После улова сельдь портится, поэтому ее сразу же обрабатывают, в основном путем засолки и маринования. Сельдевая икра – это кладезь питательных веществ, в ней содержится калий, магний, железо, цинк, витамины и омега-3. Номер 6. Окунь. Обитатель морей и озер окунь принадлежит к хищникам, но на самом деле является всеядным. Эту рыбу не так-то легко поймать, однако рыбаки считают ее достойным трофеем и не прочь поохотиться. Мясо окуня очень вкусное, так говорят все, кто хотя бы раз в жизни его пробовал. Рыба считается продуктом диетическим, а изысканные блюда из нее включены в меню многих заведений по всей Европе. Филе этой рыбы белое, нежное и обладает приятным ароматом. Именно поэтому многие кулинары с удовольствием готовят из нее разнообразные блюда. Окрас у рыбы обычно зелено-желтый, но в зависимости от территории обитания может меняться. Как и любой другой вид рыбы, окунь – источник жирных кислот и омега-3. Номер 5. Карп. Карп знаком многим не только по внешнему виду, но и на вкус. В нем отмечается высокое содержание жиров и белков, рыба полезна для кожи и слизистых оболочек, также благотворно влияет на пищеварительную систему. Нередко ее рекомендуют употреблять людям с заболеванием щитовидной железы. Мясо карпа по вкусу очень нежное, сладковатое и, как вы знаете, если пробовали его, немного костлявое. В каждой стране его готовят по-разному. Например, в Поднебесной его тушат в кисло-сладком соусе с овощами, в Германии и Польше – с пивом, во Франции – с вином, в Венгрии – с копченым салом, а в Болгарии карпа фаршируют орехами. А как готовите эту рыбу вы? Номер 4. Судак.
Эту рыбу с удовольствием используют кулинары многих стран. Судак отличается нежным вкусом, помимо этого, он низкокалорийный и богат ценными веществами. Филе очень ценится в кулинарии, люди, употреблявшие мясо рыбы, отмечают его положительные свойства. В первую очередь хочется сказать, что судак очень полезен для женщин, защищая их гормональную систему от дисбаланса. Также было отмечено, что у употреблявших долгое время эту рыбу улучшился внешний вид, перестали выпадать волосы, улучшился цвет лица, ускорилась регенерация клеток, волосы стали более блестящими. Еще несколько веков назад судака подавали на стол лишь в самых богатых домах. Сейчас его коптят, жарят, тушат, запекают, солят, используют для пудингов, салатов, пирогов. Номер 3. Форель. Форель – это пресноводная рыба из семейства лососевых. Рыба чувствительна к экологическим факторам окружающей среды, поэтому в загрязненных водоемах она долго не живет. Нежно-белое или розоватое мясо форели – настоящий деликатес, в разных странах из нее создают удивительные блюда. На прилавке рыба попадает консервированной, живой, свежей, копченой, вяленой, поэтому у потребителя всегда есть выбор. Комплекс полезных веществ, входящий в состав форели, магний, кальций, железо, фосфор и другие положительно сказываются на здоровье человека. Частое употребление этой рыбы стимулирует обменные процессы, а также форель предотвращает появление тромбов и благоприятно воздействует на кожу. Номер 2. Лосось. Семейство лососевых весьма разнообразно, в него входят как маленькие рыбы, так и гигантские. Также они отличаются мясом, у одних оно белое, а у других красное. Самый яркий представитель лососевых – нерка, мясо рыбы которой отличается насыщенно красным цветом. Лососи могут быть и пресноводными, и морскими, но нерестятся все равно в пресной воде. Все семейства объединяет одно качество – рыбы считаются деликатесными, у них вкусное и очень питательное мясо. Наиболее популярными считаются семга, горбуша, кета. Лосось просто загружен питательными веществами, поэтому способен минимизировать риски чем-нибудь заболеть. Лосось – превосходный источник энергии, борьбы с воспалительными процессами и защиты мозга. Номер 1. Осетр. Эта поистине громадная рыба может весить до 800 кг и вырастать до 6 метров. С давних времен рыба осетр высоко ценится в кулинарии. Она ассоциируется с богатством, поскольку ее мясо всегда присутствовало на столах вельмож и другой элиты. На сегодняшний день известно около 20 видов осетровых. Добыча этой рыбы в естественных условиях запрещена. Многие его виды занесены в Красную книгу. Законно купить осетра можно только на специализированных фермах, которые выращивают рыбу для добычи икры. От употребления осетра происходят перемены в организме человека в лучшую сторону. Нормализуется углеводный метаболизм, улучшается водно-солевой обмен, нормализуются процессы свертывания крови, повышаются когнитивные функции мозга и многое другое. А какую рыбу вы считаете наиболее вкусной? Делитесь в комментариях своими мнениями по поводу сегодняшней подборки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередную порцию подборок на тему ТОП-10. В наше время большинство кулинарных культур не могут представить свою трапезу без рыбных блюд. Видов кулинарной обработки рыбы много. Ее отваривают, запекают в духовке, готовят на гриле, жарят на сковороде, солят, фаршируют, используют в качестве начинки для пирогов и запеканок, прокручивают на фарш для котлет и даже употребляют в сыром виде. Сегодня мы разберем каждый способ приготовления рыбы и познакомим вас с самыми вкусными рыбными блюдами. А что касается рыбных супов, на нашем канале уже есть отдельное видео на эту тему. Привет! Вы на канале Кулинарный ТОП, и это подборка 10 самых вкусных рыбных блюд. Номер 10. Фишбрёдхен, Германия, и исландский Fish and Chips, Исландия. Начнем с фастфуда, поскольку в этой группе блюд тоже немало вкусных рыбных деликатесов. О любви немцев к колбаскам и хот-догам знает весь мир. А вот о том, что на втором месте после свинины по популярности в Германии находятся рыбные блюда, знают далеко не все. Фишбрёдхен – это сэндвич, главным компонентом которого является рыба, маринованная, копченая, жареная. В дополнение к рыбе в сэндвич закладывают лук, листья салата и маринованные овощи, а заправляют соусом ремулад. Следующий поистине вкусный рыбный фастфуд – это исландская версия классического британского блюда Fish and Chips. В Великобритании кляр для рыбы готовят из муки, уксуса, соли, пива и пищевой соды. В
то время как исландская версия готовится из полбяной муки и без пива. Это делает рыбу, обжаренную в рапсовом масле, более легкой и похожей по текстуре на темпуру. Рыбу ловят в исландских водах, и она всегда максимально свежая. Исландские органические картофельные чипсы не жарят, а запекают в духовке и посыпают нарезанной петрушкой, в результате чего текстура получается хрустящей снаружи и кремовой внутри. Что касается соуса, то в исландской версии к блюду принято добавлять соус скиранес, который состоит из исландского кисломолочного продукта под названием скир, оливкового масла, различных трав и специй. Номер 9. Тайские рыбные котлетки. Таиланд. Если вы ярый ценитель азиатской кухни и по совместительству фанат рыбных блюд, то эта закуска создана для вас. В Таиланде эти популярные котлетки можно найти везде. Дома, в кафе, ресторанах и в лотках уличных торговцев. На данный момент они известны во всем мире как один из символов аутентичной тайской кулинарной культуры. Они бывают разных форм и размеров, их добавляют как сопутствующие ингредиенты в супы, и подают в качестве самостоятельного блюда. Классический рецепт этой традиционной тайской закуски включает в себя белую рыбу, листья лайма, рыбный соус, стручковую фасоль, а также знаменитую на весь мир красную пасту карри. В качестве гарнира по традиции выступает хрустящий огуречный салат, а соус для макания – классический тайский свит чили. Номер 8. Нисуаз. Франция и поке, США. Из рыбных салатов гурманам обязательно стоит попробовать французский нисуаз и гавайский поке. Нисуаз – это знаменитый салат из Ниццы, фирменное блюдо французской кухни, покорившее весь мир. Ароматный и красочный, его можно подавать как основное блюдо, но чаще он используется в качестве гарнира к разнообразным мясным или рыбным блюдам. Традиционный рецепт включает помидоры, яйца, маслины, анчоусы, тунца и заправку винегрет. Популярный в качестве классического летнего блюда, салат нисуаз распространился по всему миру, создавая множество разновидностей, некоторые из которых дополняют классический рецепт такими ингредиентами как листья салата, каперсы, картофель и стручковая фасоль. Но независимо от разновидностей, он всегда должен отражать солнечную, красочную и яркую атмосферу Ниццы. Поке – это традиционное гавайское блюдо, которое готовится из небольших кусочков свежей рыбы или морепродуктов в сочетании с мелко нарезанными овощами, зеленью, приправами и соусами. В течение последних нескольких лет поке обрел невероятную популярность по всей планете и стал главным трендом в кулинарном мире. Хотя в традиционном поке используется либо тунец, либо осьминог, однако в наши дни вариации этого блюда безграничны, включая поке с лососем, мидиями, крабовым мясом или устрицами, а также вегетарианские версии с нарезанными кубиками авокадо, различными овощами и фруктами. Поке обычно употребляют отдельно в качестве закуски, или с приготовленным на пару белым рисом для полноценного приема пищи. Если вы уже наслышаны об этом блюде, но ни разу его не пробовали, самое время сделать это. Номер 7. Макека, Бразилия. Если вы подумали, что мы забыли о рагу из рыбы, то этому не бывать. Представляем вам яркого и ароматного представителя этой группы блюд. И хотя мы уже рассказывали о бразильском блюде макека в рейтинге о супах, однако оно может выступать и в качестве рагу. К тому же это блюдо обладает потрясающим вкусом, поэтому уж точно достойно и текущего рейтинга. По традиции для приготовления рыбной макеки помидоры, лук, зелень и кусочки рыбы тушат в пальмовом масле и кокосовом молоке с пряностями, кинзой и лаймовым соком. В некоторых рецептах не используют кокосовое молоко, а добавляют анната, натуральный пищевой краситель, получаемый из семян кустарника семейства биксовых. Если вы когда-нибудь пробовали тайский суп том-ям и можете вообразить его не острым, то вы уже отдаленно понимаете, какой вкус имеет это блюдо. Макека представляет собой сочетание вкусов, отражающих атмосферу Бразилии. Номер 6. Коктал, Центральная Азия. Это настоящий кулинарный шедевр на основе копченой рыбы. Кухня Центральной Азии преимущественно состоит из мяса, но рыбные блюда все же есть. Коктал – одно из немногих традиционных центральноазиатских, в особенности казахских рыбных блюд, и одно из самых любимых среди местного населения. Оно представляет собой рыбу горячего копчения с овощами. Для приготовления используют специальное приспособление – коктальницу, герметичный металлический ящик с крышкой и решетчатой подставкой посередине.
Крупную рыбу, обычно это сазан, толстолобик, белый амур или сом, разрезают вдоль, разворачивают как книгу, добавляют необходимые приправы и укладывают внешней стороной на решетку. Кстати, рыбу никогда не чистят от чешуи, тем самым она сохраняет свою сочность, а также снижается риск того, что в процессе копчения нежное мясо может обуглиться. В таком положении угощение коптится в течение часа, а под конец приготовления поверх него выкладывают овощи и доводят их до готовности, после чего подают на стол. Номер 5. Суши, Япония, и севиче, Перу. Если вы являетесь фанатом рыбы без тепловой обработки, то эти два кулинарных специалитета вы просто обязаны попробовать. Суши. Хотим сразу сделать акцент, что речь идет о традиционных японских суши, а не о подобии этой группы блюд, которые популярны и за пределами страны восходящего солнца. К сожалению, большинство зарубежных сушистов абсолютно не придерживаются аутентичности и традиционных правил приготовления этого легендарного блюда. Однако даже нетрадиционные способы приготовления не уменьшают спрос на суши по всему миру вот уже несколько десятилетий. Суши по праву считаются самым известным представителем японской кухни, который обычно готовят из риса и начинки, преимущественно рыбной. Тем не менее, суши – это общий термин, охватывающий широкий спектр разновидностей, которые могут быть приготовлены из множества различных ингредиентов и такого же количества форм и размеров. Именно поэтому на нашем канале есть отдельный гид по суши, где мы разбираем каждый вид этой группы блюд. Севиче – это всемирно известное национальное перуанское блюдо, состоящее из кусочков сырой рыбы или моллюсков, замаринованных в соке лайма. Также блюдо приправляют солью, луком, кинзой и перцем чили. Часто севиче дополняют местным перцем чили под названием ахи амарилла, который придает всему блюду пикантную остроту, фруктовый аромат и довольно сложный яркий вкус. Естественно, для севиче подходит исключительно свежевыловленная рыба, иначе продукт не первой свежести может вызвать пищевое отравление. Перуанцы привыкли к свежим ингредиентам, поэтому рыбу для севиче нередко готовят менее чем через час после улова. Номер 4. Рыба на гриле по-мексикански, Мексика. А вы любите рыбу на гриле? Вот вам яркий пример наивкуснейшей жареной рыбы, достойной богов. Это блюдо представляет собой мексиканский вариант жареной рыбы. Вначале рыбу разрезают вдоль тушки и разворачивают в форме бабочки, после чего приправляют каждую половинку двумя местными видами сальсы. Сальсой роха и сальсой верде. Сальса роха обычно состоит из помидоров и мексиканских перцев чили, среди которых гуахилья, анчо и де арболь. Сальса верде обычно готовится из овощей под названием томатилья, дальнего родственника помидоров, а также из кинзы, петрушки и прочих ингредиентов. Сальса роха придает слегка дымный, глубокий и насыщенный вкус блюду, а сальса верде приносит освежающий вкус с легкой кислинкой и пряными нотками. Рецепт очень простой, однако вкус и аромат у этого блюда просто необыкновенные, а внешний вид настолько поразительный, что непременно привлечет даже тех, кто совершенно равнодушен к рыбным блюдам. Номер 3. Левенги из рыбы, Азербайджан. Это потрясающе вкусное лакомство представляет собой традиционное азербайджанское блюдо на основе фаршированной целой рыбы. В качестве начинки выступают грецкие орехи, лук, различные виды сухофруктов и местная приправа из алычи. Также в зависимости от региона в ход могут идти чечевица, рис, помидоры и прочие овощи. Вначале рыбу приправляют специями, затем фаршируют, а после запекают в тандыре или духовке до аппетитной золотистой корочки. В ходе тепловой обработки мясо рыбы пропитывается соками от начинки и приобретает насыщенный вкус с легкой кислинкой. После приготовления блюдо разрезают на порции и подают. Левенги характеризуется как очень сытное блюдо, весьма необычное и во всех отношениях интересное для любого гурмана. Номер 2. Рыбный пирог. Различные виды пирогов являются излюбленным яством во многих странах мира. В наши дни в разных уголках планеты существует множество вариаций этого бесподобного блюда с бесконечным набором начинок, начиная от мясных, заканчивая овощными и фруктовыми. Однако среди всех остальных пирогов выделяются пироги на основе рыбной начинки. Сочетание хрустящего теста, нежного, тающего во рту рыбьего мяса и дополнительных искусно подобранных компонентов способно возвысить, казалось бы, обычный пирог на пьедестал любого кулинарного рейтинга. Из многочисленных видов рыбных пирогов особо хотелось бы выделить кулебяку. Это блюдо представляет собой пирог со сложной начинкой. Рыбные кулебяки по традиции наполняют мясом красных пород рыбы, а также осетровыми. Например, одной из классической является сочетание красной рыбы, грибов и гречки, или риса. Издревле разную начинку накладывали слоями и разделяли между собой блинами.
Пирог обычно готовят из дрожжевого теста, а количество начинки всегда должно превышать количество теста. Кулебяка также должна быть обязательно закрытой, иначе сложная начинка может высохнуть. Номер 1. Рыба на кедровой дощечке. Канада. Что может быть вкуснее рыбы, приготовленной на открытом огне? Только та рыба, которую готовят по уникальной технологии. Этот знаменитый канадский рыбный деликатес основан на приготовлении рыбы на кедровых досках. Этот необычный метод восходит ко временам коренных жителей прибрежных районов Северной Америки, которые практиковали приготовление рыбы не на открытом огне, а на кедровых досках в качестве поверхности между рыбой и огнем. Вначале доску погружают в воду, в которую можно добавить крупную соль, фруктовый сок или вино. После сушки и нагревания на огне на доску выкладывают замаринованное в травах филе рыбы и оставляют готовиться. Этот необычный метод не только улучшает вкус рыбы, придавая ей приятный дымный и древесный аромат, но также позволяет ей запечатывать свои соки и оставаться сочной. Будучи в Канаде, это блюдо стоит непременно попробовать. А какое ваше самое любимое рыбное блюдо? Делитесь в комментариях своими рецептами и мнениями по поводу сегодняшней подборки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередную порцию интересных подборок из мира кулинарии. А я прощаюсь с вами до следующего видео. Всем спасибо, всем пока. Друзья, не забывайте подписываться на наши каналы в других социальных сетях. Все ссылки находятся в описании к этому ролику.